Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня я хочу посмотреть такой расклад. Будет он на одну позицию. Стоит ли расставаться с человеком? Может, это ваш друг или партнер, или же это вообще... можете, кстати, загадать и работу. Ну, естественно, это для тех, кто может трансформировать информацию в определенное ему нужное русло. Ну, в общем, смысл, я думаю, вы уловили. Загадывайте, кого вы желаете посмотреть, да, или ситуацию. В общем, сейчас поглядим, как пойдет. Итак, это вы, это тот, кого вы загадали. Это у нас позиция, вот что у вас сейчас на данный момент, да, как обстоят дела, чего вы для себя хотите. Что у нас, какие моменты идут в пользу того, чтобы расстаться? Какие ситуации нам говорят о том, что стоит сохранить союз? Так, и это будет у нас, что следует вам сделать, и окончательный результат. Вот эти карты я пока отложу сюда. Думаю, вам видно. Все не помещается у меня. Итак, сейчас будем уточнять. Ну, а там поглядим, что нам расскажут. Итак, ваш сигнификатор. Ну, вы здесь либо получаете и столько же отдаете. Короче говоря, равноценный обмен с вашей стороны идет. Давайте так, я постараюсь не растягивать, да, повествование. Вот здесь четко, конкретно говорит о том, что вы умеете и давать, и брать. Понимаете, это как и деньги, это, допустим, эмоции, чувства и тому подобное. Искренность, да, то есть если к вам по-хорошему, вы по-хорошему, если к вам по-плохому, вы тоже можете ответить. Давайте еще посмотрим на вас. Но дело в том, что вы как-то недовольны сложившейся ситуацией. Как-то вот чем-то вас расстроили и опечалили. Знаете, я бы сказала так, разочарование. Возможно, слишком рьяно себя вели в этих отношениях. То есть, знаете, как загорались. И вот этот вот огонь переходил и вашему партнеру, да. А получается, что на данный момент вы как бы подугасли. Потеряли энтузиазм. Давайте вот так вот скажу. Так, теперь смотрим вашего партнера. Ух ты. Человек здесь вообще в грустинках. Тут у человека желание, знаете, как обособиться. Посидеть, подумать, погрустить, попереживать. Ух ты, карты валятся у нас. Человек как-то тоже чем-то опечален. Возможно, кстати, тем, что вы
меньше своей энергии теперь отдаете из-за ваших разочарований. Да, человек хочет побыть в уединении и найти себя. Ну, выпала нам королева мечей. Конечно, я не приверженец того, что если выпадают вот фигурные карты, то это вот четко говорит о женщине. Но, возможно, и такое, что здесь будет женщина. Это тот человек, которого вы загадали. Если же это все-таки мужчина, то он на женских вибрациях, но играет в такого стойкого оловянного солдатика, который якобы все решает. Но здесь человек считает, что он остался один, понимаете? Как будто вот вы отрезали часть себя, да, и вот он сразу как потерял энергетически, хочется мне сказать, особенно на ментальном плане. Интересно так. Давайте будем все-таки придерживаться того, что это женщина. Ладно, пусть так и будет. В общем, разочаровашки. У вас недовольство, хотя у вас здесь еще не все потеряно, как бы, да. Смотрите, не нарубите дров. То есть здесь еще есть положительные стороны в вашем партнерстве. Не все так печально, ну, на данный момент расклада. Итак, теперь смотрим вот эту позицию. Как выглядит ситуация в вашем союзе в настоящий момент? Ну, неплохо. Сотрудничество, радость, хорошее времяпрепровождение вдвоем, или же еще кто-то у вас там с кем-то. Оп! И на эту радость сам у нас выпадает товарищ 15-й аркан. Да, что-то как будто повлияло на это. Какие-то силы низкочастотные пришли и сказали привет. Дьявол у нас там что? Так, 2 тройки. Очень интересно. Прям знаете, как вот... Идет урок на то, чтобы вы, ну, определили для себя, будете ли вы друг с другом в горе или только в радости вы можете быть рядом. Вот почему-то мне такая информация идет, знаете, как проверить вас на то, как вы и ваш партнер пройдете сложное обстоятельство между вами двумя. Но здесь какая-то, знаете, вот жестокая ситуация, которая резко обрубила вашу вот эту вот радость совместную. И знаете, и как вам, и как вашему вот партнеру, ну, по сердцу ударило. Но здесь 3 проблемы еще. Давайте-ка погляжу я на эти 3 проблемы. Полетела, да? Полетели карты. Ну, раз выпали, пусть будут. Я вам хочу сказать так. Кто-то из вас нарушил границы другого. Причем, знаете, кому-то хотелось побыстрее, а другому нужно было время для некоего осознания. Кто-то хотел, как знаете, ну, взять для себя то, что его поддержит, а вот другому нужно было оберегать мир и внутренний покой. И ему эта спешка была бы ни к чему. Знаете, кто-то хотел быстрых результатов, быстро преодолеть какие-то сложные обстоятельства, возможно, за ваш счет. Может быть, также работа с интернетом связана, если вы смотрите
на свою коллегу, допустим, да, то здесь вот как-то больше через интернет, если не интернет, тут общение с людьми. Но это как вариант. Здесь я больше вижу карту мир в аспекте завершенности, понимаете? Вот как-то так. То есть кому-то нужно было из вас время для того, чтобы что-то завершить. А другому в это время нужна была срочно ваша помощь. Ваши действия, не знаю, как-то вот так вот. Давайте смотрим, чего вы для себя хотите в этой ситуации. Башню. Башню. Вы хотите резко что-то оборвать. Какую-то стабильность, знаете, нарушить. Если не сильно глобально, значит просто на время как-то, знаете, ну, дистанцироваться. По максимуму здесь вы хотите поставить точку и просто уйти. Девочки, кто партнера загадал? Ну, здесь однозначно треугольники. Я еще забыла вам об этом сказать. Возможно, кто-то вас, знаете, как склонял на какие-то активные действия, да, то есть подгонял, вот, мол, давай, а не то я там уйду, к примеру, да, а не то у нас не получится. И, ну, вот что-то в этом роде. А вам нужно было время на подумать, и вы не получили этого времени. Здесь понимаете, как? Человек расстроен, что ваш ресурс от него ушел, а вы расстроены из-за того, что вы осознали, что вы не получали в полной мере от человека столько, сколько давали ему. Башня, что вы хотите? Восьмерка мечей. Это что вы хотите, я спрашиваю, да? Вы хотите закончить уже эту ситуацию, которая у вас, ну, вы просто из-за нее сами себя съедаете изнутри. Вы хотите в свою силу выйти подсознательно, но пока что на данный момент ваши все ресурсы съедаются вот этой восьмеркой мечей, знаете, как... Вы мечетесь. Быть свободным и делать то, что хочу, когда хочу, или же вот пойти на уступки, да, и при этом как-то вот, ну... не чувствовать себя комфортно внутри. Вы из-за этого партнера чувствуете бессилие и потерю энергии. Вы хотите закончить эту ситуацию. Вам это надоело уже. Так, давайте посмотрим, что вам говорит о том, что вам нужно сохранить этот союз. И что говорит нам... это в пользу расставания, а это в пользу сохранения союза. Ну, в пользу расставания говорит тот факт, что у вас подвешенная ситуация, вопрос не решается, то есть и не в вашу пользу, и не в еще какую бы то ни было пользу. И пока эта зависшая ситуация продолжает иметь место быть, да, вы теряете себя, вы теряете свою силу, вы теряете свой ресурс. В общем, все время мысли не туда, понимаете, уходят. Ну, первое, что хочу сказать, из повешенного, знаете, здесь вы можете дистанцироваться на время, но при этом лично вы идете в отношения со своим родом. Вот знаете, здесь вы как закроете кармический цикл определенных событий по вашему роду, по вашей родовой системе, и тем самым свои вибрации поднимете. Знаете, как вот, была не была, то есть научитесь доверять Вселенной и потоку. Что говорит в пользу того, чтобы вы остались вместе? Эмоциональность вас связывает. Эмоционально привязаны к человеку, выпадает мужчина, здесь была у нас женщина.
Здесь я не рассматриваю как то, что это еще кто-то, хотя рыцарь. В общем, не рассматриваю. Здесь выпадает мужчина нам. Но это также и эмоции. Вы эмоционально привязаны. Но понимаете, не всегда Короче говоря, эта эмоциональность, она в пользу только тогда, когда вы столько же и получаете, сколько отдаете. Понимаете? Ну-ка, давайте посмотрим, что тут на этого короля кубкового. Так, ну вы... Да, вы здесь больше надеетесь на то, что этот человек начнет куда-то двигаться, что ситуация как-то разрешится. И в итоге, ну, самый такой вариант, знаете, банальный, это треугольники, и же с ними связано. Надеетесь, что человек станет вашим мужем, ваш партнер. Я сейчас не буду смотреть, хорошо ли это, то есть, а будет ли это в действительности. Здесь я больше вам скажу, что пока вот здесь, если да кабы происходит, то вот в этой позиции, которая говорит, что нужно, да, ну, какие плюсы от того, что вы расстанетесь, здесь четко, что вы кармический долг закрываете. Здесь, знаете, такой неравноценный обмен, то есть вы держитесь, я не знаю, там, ну, к примеру, давайте, да, чтобы все поняли, вы держитесь там за однушку, которая вам светит на окраине какой-то задрыпанной, не знаю, даже не города. А здесь вам возможность занять какой-то серьезный пост, потому что тут род вам будет помогать. То есть, понимаете, неравноценны, поэтому вы и вот этой восьмерке мечей находитесь, вы теряете силу, потому что неравноценные ситуации. Вы вот здесь, когда узнали о вот ситуации, да, по дьяволу, о том, что у вас сердце как бы разбивается, для вас это должно было быть уже щелчком о том, что а стоит ли вот этот весь путь моих затраченных ресурсов? Здесь кто-то еще из вас надеется, что этот человек, как знаете, возьмет на себя ответственность и будет контролировать, да, серьезные вопросы вашего сотрудничества. А зачем вы на это надеетесь, если вы сами все это можете сделать? Возможно, не с этим человеком, не на этом месте, в другом, но вы можете. Почему? Потому что вот по вот этой позиции уже видно, что вы задумываетесь, понимаете, о более осознанных вещах в этой жизни, а не только о материальщине. Так, что следует вам сделать? Пройти эту трансформацию. Давайте сейчас посмотрим, что за трансформация. Какая именно, да, трансформация? Ну, пожалуйста, ребята, вот вам и трансформация. Вы должны пройти в свою собственную силу, стать магом своей жизни, брать на себя ответственность за свою судьбу, самому ее творить. Для многих из вас это вхождение в вашу собственную силу. В каком плане? Вы обретаете дар, магический дар, вам тайны открывает род. То есть, ну, вот что вам следует сделать. Еще хочу, вот как-то мне вот эта вот ситуация, да, не слишком... Что-то здесь меня еще напрягает, сейчас хочу посмотреть. Ребят, у этого вашего партнера не совсем оформившиеся чувства
по отношению к вам. На данном этапе здесь человек просто раздосадован, что потерял ваш ресурс. У вас, понимаете, неравноценный обмен. Вот честное слово, оставшись с этим человеком, вы теряете очень большие способности, очень большие перспективы, понимаете? И вот королева Пентаклей у меня на дне, то есть вы сами можете стать королевой Пентаклей в своей жизни, то есть это та персона, которая творит свою судьбу, у которой свое дело, если девочки, кто смотрит, то это о вас. Чтобы не надеяться на кого-то, пока у кого-то там, знаете, что-то там щелкнет. У вас сейчас здесь должно щелкать. Знаете что? Вот эта 8 мечей и ваше желание все разрушить, оно не просто так. Оно не продиктовано какой-то там мимолетной вашей обидой. Нет, уже давно понимали, что я недополучаю. От этого я там раздражаюсь, к примеру, да, и тому подобное. И вот эта вот ситуация, которая у вас произошла, вот которая идиллию вашу нарушила, тем более здесь по дьяволу, понимаете, она как уже конкретный такой удар сильный вам был, то были звоночки, это конкретный удар, который заставляет вас встать на этот путь выбора и сделать решение. То есть уже, знаете, вот по чуть-чуть звонили, а здесь уже в колокол дали, чтобы вот вы сомневались, да, правильно ли я думаю, может я ошибаюсь. Вот эта ситуация, которая у вас произошла, она вам показывает, что вы не ошибались, что интуиция ваша верна. Итак, окончательный результат, прогноз, карта шута. Обнуление. Это два варианта, как всегда. Первое – это обнуление этой ситуации и ваших отношений будет однозначно. Вне зависимости от того, какой вы примете для себя выбор, уходить окончательно, либо же дать просто этой ситуации отстояться, то есть взять тайм-паузу, да, такую, лично для себя, то вы себя очень хорошо почистите и станете на новый путь. И знаете, что я вам хочу сказать? А ну-ка я сейчас перепроверю, верно ли то, что я считываю из пространства. Верно. 5 пентаклей, 10 кубков. Через время, когда вы войдете в свою силу по суду, вы поймете, что вы не хотите возвращаться в то, что вот в отношения с этим человеком. Вы много чего увидите, вам много чего откроется, и вы скажете: нет, я этого не хочу больше. Подобных людей не хочу больше. И подобное предложение, знаете, глупейшее, просто глупейшее. Здесь, знаете, такие персоны, которые много обещают, зазывают, а потом еще, знаете, когда ты им предъявляешь, вот, ну, мол, ты не отвечаешь за свои слова, ты обещаешь, но не делаешь, они в позу становятся. Знаете, здесь пажи, 2 пажа, то есть, ну, о чем может говорить это? О том, что, во-первых, окончательный результат – это ваше начинание для начала, да? То есть это все новое лично у вас. Если брать конкретно ситуацию на двоих, вы и ваш партнер, то от этого человека, вы знаете, вы как глядя на него поймете, что к себе больше вот таких вот персон вы подпускать не будете, потому что они просто-напросто ненадежные и еще могут, знаете, как хамить. То есть ты их уличаешь во лжи, допустим, а они там в позу еще становятся, да, мол. И вот 4 кубков, кстати, здесь побухивать могут уходить товарищи. Персонажи якобы, знаете, себе цену еще набить. Но это чистой воды манипуляция. Поэтому вот так вот на итог. Вот для вас очень хорошо. Прошу прощения.
Заметка в календаре дала о себе знать. Лично для вас здесь, ну, ошеломительные перспективы. По магу, по жрице, тут, ну, о чем тут еще говорить? И по суду. То есть такие арканы, знаете, говорят вам не менять шило на мыло. Якобы, знаете, так намекает вам Вселенная и пространство на это. Так что вот такой вот раскладик у нас сегодня вышел. Ожидаю ваших комментариев, как у вас проигралась эта ситуация. И пишите, понравились ли вам, понравился ли вам данный расклад. Делать ли его периодически там для, возможно, новых каких-то знакомств. Знаете, бывают разные ситуации, и нужно перепроверить, да, человека. Как бы. Ну, а на сегодня я желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока.